Информационное поле вокруг Ирана в последние дни стремительно уплотняется. И сразу несколько параллельных линий – военной, политической и внутренней – начинают сходиться в одну опасную точку. Сообщения из израильских источников о том, что военно-политический кабинет одобрил план новой операции против Ирана под кодовым названием «Железный удар», ложатся на уже крайне напряженный фон протестов внутри страны, резких заявлений из Вашингтона и заметных военных приготовлений США и их союзников. При этом характер происходящего указывает не на спонтанную эскалацию, а на выстраивание сложной многоуровневой конфигурации давления, где каждое новое заявление или утечка усиливает эффект предыдущих. По данным израильских пабликов, решение по операции принималось при участии высшего руководства страны, однако ее параметры, цели, формат и сроки остаются засекреченными. Отметим, что по некоторым источникам военные операции против Ирана могут начаться в конце февраля текущего года. Официальных подтверждений нет, но сама тишина со стороны Иерусалима лишь подогревает интерес и усиливает нервозность в регионе. На этом фоне в Вашингтоне риторика становится все более прямой. Дональд Трамп публично рассуждает о смене режима в Иране, пусть и оговариваясь, что термин неполиткорректный, и фактически дает понять: если нынешняя власть не способна сделать Иран снова великим, то вопрос трансформации режима остается открытым. Этот сигнал дополняется куда более жесткими формулировками в разговорах с журналистами, где Трамп прямо предупреждает о очень тяжелом ударе в случае гибели новых протестующих. Дополнительную резкость вносит и линия Пентагона. Пит Хексет подчеркивает, что США способны проявить волю где угодно и когда угодно, проводя параллели между Ираном и Венесуэлой, и фактически представляя недавние действия США в Латинской Америке как универсальный шаблон. Тем временем внутри самого Ирана ситуация развивается по сложному и противоречивому сценарию. Первоначально протесты лавочников, торговцев базара и студентов имели отчетливо социально-экономический характер и были связаны с девальвацией валюты, нестабильным курсом и фактическим параличом коммерческой деятельности. Однако уже спустя несколько дней в официальных иранских сообщениях все чаще появляется акцент на перехвате протестной повестки небольшими, но хорошо организованными вооруженными группами. Сообщается о применении коктейлей Молотова, автоматического оружия и даже самодельных огнеметов, что в интерпретации Тегерана указывает на внешнее вмешательство и работу иностранных спецслужб. Высший руководитель страны Али Хаминеи в своих заявлениях старается провести четкую границу между легитимным протестом и беспорядками. Он признает экономические требования торговцев обоснованными и подчеркивает, что власти, включая президента Масуда Пезешкиана, ищут выход из кризиса. Вместе с тем, резкий и неестественный рост валютного курса, по его словам, является результатом манипуляций внешних врагов, а насилие и разрушение объявляются недопустимыми. Формула «с протестующими надо разговаривать», участников беспорядков ставить на место фактически фиксирует линию государства на жесткое подавление любых форм вооруженного сопротивления. Параллельно в публичном пространстве появляются символические и психологические маркеры конфронтации. Новый билборд на Тегеранской площади Палестины с изображением гробов, накрытых американским и израильским флагами, адресует прямое предупреждение внешним игрокам. В ответ в США сенатор Линдси Грэм появляется в кепке с лозунгом «Сделаем Иран снова великим», а его заявления о надежде на решающий год лишь усиливают ощущение, что борьба за интерпретацию будущего Ирана выходит далеко за пределы дипломатии. Военная составляющая этой картины также становится все более зримой. Сообщения о переброске американских военно-транспортных самолетов С-17А и заправщиков КСС-135 в Европу воспринимаются как подготовка инфраструктуры для возможной крупной операции, даже если формально речь идет о плановых перемещениях. Косвенные признаки напряженности дополняются решениями авиакомпаний Турции и ОАЭ откладывать рейсы в Тегеран без объяснения причин, а также сообщениями о наблюдении светящихся объектов в небе над Ираном, которые интерпретируются то как испытание,
то как элементы противовоздушной активности. На этом фоне западные СМИ подбрасывают новые, крайне чувствительные сюжеты. The Times пишет о якобы существующем плане экстренной эвакуации Али Хаминеи и его ближайшего окружения в случае потери контроля над ситуацией, а Reuters приводит оценки активов, связанных с иранским лидером, доходящие до десятков миллиардов долларов. Утверждения о возможном направлении бегства в Москву со ссылкой на источники в Моссад усиливают эффект информационного давления, независимо от степени достоверности этих данных. Региональная логика эскалации тесно переплетается с глобальной. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя итоги визита в США, подчеркивает полное взаимопонимание с Трампом по иранскому вопросу, от требования нулевого обогащения до вывоза сотен килограммов обогащенного урана и жесткого международного мониторинга. В его риторике поддержка борьбы иранского народа сочетается с прямыми предупреждениями. Попытка Ирана восстановить ядерную или ракетную программу будет иметь серьезные последствия. Иранская сторона, в свою очередь, демонстрирует жесткость и готовность к сопротивлению. Начальник Генштаба Мусави заявляет о попытках США и Израиля компенсировать поражение в навязанной 12-дневной войне с помощью инструментов мягкой войны и экономического давления. Представитель МИД Исмаил Бегаи подчеркивает, что вооруженные силы не пойдут ни на какие уступки в вопросе территориальной целостности, расценивая поддержку протестов со стороны Израиля как попытку подорвать национальное единство. Дополнительное измерение всей этой истории придает венесуэльский прецедент. Трамп подробно описывает операцию «Полуночный молот» по захвату Николаса Мадуро, представляя ее как идеальный, почти учебный пример силового вмешательства нового типа. Сравнение с ликвидацией Касема Сулеймани и заявление о восстановлении американского доминирования в западном полушарии усиливают сигнал. Вашингтон считает себя вправе действовать превентивно и демонстративно. Материалы The Guardian и The New York Times дополняют эту картину, указывая, что после Венесуэлы тревожные ожидания неизбежно возникают у Ирана и даже у союзников США, таких как Дания, в контексте заявлений о Гренландии. Таким образом, вокруг Ирана формируется крайне плотное кольцо давления, где внутренние протесты, информационные операции, дипломатические сигналы и реальные военные приготовления взаимно усиливают друг друга. При этом каждая сторона стремится навязать собственную интерпретацию происходящего. Тегеран говорит о внешнем заговоре и защите суверенитета. Израиль и США – о поддержке народа и недопущении стратегической угрозы. В такой конфигурации риск резкого и трудно контролируемого перехода от риторики к силовым действиям остается высоким, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, какая из сторон сочтет момент оптимальным для решающего шага и насколько этот шаг окажется просчитанным. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира.